доброго здоровья! Всем привет, народ! После выходных мы снова с вами, Дмитрий и Екатерина. После бурных выходных, после Дня студента. Кто родился в СССР? После Дня строителя, полстудента. Да, не знаю, у какого у тебя студента был День строителя. И теперь мы пытаемся вернуть себя в бодрое, веселое состояние и наладить настрой на неделю. Работу организма. Да. Рабочую неделю. Значит, что мы делаем? Мы сели на стульчик, вы можете присесть на кушетку, на кровать, либо стать так, как я. Выпрямляем спинку, животик подтягиваем себя, фиксируем таз, либо сидим ровно, тянем макушку вверх и начинаем работу плечами. Двумя сразу поднимаем плечи максимально вверх, опускаем их вниз, выполняем 15 раз. 2, 3, 4. Не забываем про дыхание. Вдох. Выдох, раскрытие грудной клетки, либо подъем – это вдох, опускание, либо закрытие грудной клетки – это выдох. Сколько, Дима? 10. 11, 12, 13, 14 и 15. Хорошо. Шатается. Шатает? Так. Да, Катя, да, что шатает. поделать, выходные. Значит, что мы делаем далее? Далее работаем двумя плечами вперед. Здесь идет, помимо работы плечевого сустава, включается еще грудная клетка. И затем назад. Тоже по 15 раз Дима работает с утяжелителем. Я без. Что мы делаем? Круговые вращения, Две сразу? Две сразу. Нет. 15 вперед и затем 15 назад. Потом снимаем утяжелитель. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, еще пятерочка, 11, 12, 13, 14, 15. Ой, подожди, сейчас надо. Да, конечно. И очень сильно с утяжелителями эти включаются, как трапеции. Да. Значит, утяжелитель мы потом снимем. И теперь, когда мы будем работать назад, помимо того, что вы работаете плечами, сделайте акцент на свои лопатки. Когда уводите руки назад, максимально соединяйте лопатки, как будто ими зажимаете монетку. Дождь и лето прошло. Да еще не прошло, еще Словно целый и не месяц. бывало. Месяц? Какое сегодня число? Месяц? Какое-то. Понедельник. Осталось С какое сегодня? 3 недели и здравствуй, сентябрь, золотая осень. Неделю в школу. Ну ничего страшного. Давай. Раз, сентябрь тоже у нас теплый. 2. Выдох. 3. Вдох. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Еще пятерка. 11. 12. 13. 14 и завершаем 15. Хорошо. Снимаем утяжелители, пьем воду. Эх, хорошо. Я за водой забыла. Так, ну что, разогрели верхний плечевой пояс буквально двумя упражнениями. Количество вы можете увеличивать. 20 раз в одном подходе. Количество подходов также вы можете увеличивать. Зевать начал. Зевать начал, это хорошо. Берем палочку. Я беру ленту. Значит, сейчас мы раскрываем плечевые суставчики, растягиваем межреберные промежутки. Берем палочку, хватом на ширину плеч ориентировочно, поднимаем ленту, точнее, на ширину плеч натянутую, а палочку шире и поднимаем максимально вверх. Тянем макушку вверх, спина у нас ровная. 3. Спокойно опускаем палочку. Работаем с дыханием. На вдохе поднятие, на выдохе опускаем. Сколько? 6? Да. Вдох. И спокойно 7. Давай. Вдох. 8. Вдох. 9. Вдох. 10. Отдыхай. Теперь что мы делаем? Поднимаем палочку вверх и работаем наклоном в одну сторону и наклоном во вторую сторону. Руки стараемся в локтевых суставах не сгибать. Надеюсь, нам не будет мешать уголок. Нет. Да? Вот я могу сказать, что была какая-то такая остаточная часть после праздников.
Вот начал заниматься, она проходит, начинаешь себя чувствовать. Буквально 2-3 упражнения и совершенно Да, по-другому. да, да. Кровь разогналась, лимфа разогналась. Да, ну застоялась вот это. Она, может, наверное, если дело не в праздниках, а дело в том, что он засиделся. За Вчера выходные. вообще целый день спал, лежал, сидел, спал, лежал, сидел. Короче, вообще такой был какой-то День тюлень. день обибок. Да, бурток обибок. Так, ну что, как ты? По ногам нормально? Не хочется тебе шире стопы чуть-чуть поставить для Поставь чуть-чуть шире. Мне кажется, пусковато. Чуть-чуть. Стопы ставятся желательно на ширину таза. Когда очень узкое расстояние в стопах, да, то меньше площадь опоры, даже несмотря на то, что вы сидите. Так, ладно, поднимаем. Значит, да, поднимаем и наклоны делаем верхние точки в одну сторону, возвращаем, в другую 2 на место, 3 на место, 4 на место, 5 на место, 6 на место, 7 на место, 8 на место, 9 на место и 10. Хорошо, опустили. Ты видала, как я уже Да делаю? вообще 10 раз даже не болтала. Нет, ну вот я уже говорил, Катя, там мы ездили на праздник, танцы, шманцы, я же танцую руки вверх, руки в сторону. Раньше не так я танцевал. Раньше руки были в районе, Да, да. в районе Вот это. корпуса. Ла-ла-ла, теперь ла-ла-ла. Да. Так, хорошо. Делаем лодочку, греблю. Да, лодочку. На лодочке катались. Я понял. Прямые руки касаются, Да, да. сгибаются от Сегодня груди. прямые руки. То есть мы работаем с прямыми руками, не сгибаем их в локтевых суставах, уводя в одну, во вторую сторону. Палочка находится перед грудью. Спина ровная, макушка вверх. Раз, раз, два, 3, 4, 5. Не забываем про дыхание. 6, 7, 8, 9 и 10. Вот это. Хорошо, разогрелись. Да. Тяжело. Самое интересное, что во время танцев Диминых, он говорит, посмотрел на тебя и вспомнил, что надо макушку вверх, спина ровно. То есть Но настолько все-таки... Танцуешь, тяжело так пригибает. Макушка тянется, Катя танцует, макушка тянется. Раз. Взглянул на инструктора и понял, как надо танцевать. Так, хорошо. Так, чуть-чуть проработаем наши запястья. Что мы делаем? Так, я возьму вместо ленты маленькую такую гантельку, потому что у нас будет узкий хват. Что мы делаем? Тянем максимально запястье вверх, удерживая палочку. Расслабляем в прямое положение. Локти могут быть согнуты, могут быть прямыми, руки могут быть опущены вниз, могут находиться на весу перед вами. Наиболее усложненное упражнение – это когда локоть прямой и руки находятся на весу перед вами. И вы поднимаете максимально вверх. Работаем. Раз. Ну, я гантелька, нет? Ну, давай. Хитрая. Как, почему ты соглашаешься? Да. Меня долго уговаривать не надо, чтобы увеличить тебе нагрузку. Запястье вверх. Раз. Не уронишь? 2. Не могу держать руки. А пониже, чуть-чуть опустить. Можно опустить на уровень пояса. Раз, 2, 3. Держи, не роняй. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Еще удерживай. 10. О! Хорошо, давай. Бляха-муха, тяжело. Конечно. И знаете, что я вам хочу сказать? Ну, спина, баланс, это понятно, напрягается. Вот у меня. Да, вот эта часть максимально будет Здесь прорабатываться. заболело. Лучезапястный сустав и полностью предплечье до локтя, потому что здесь все наши мышцы, которые помогают сгибать и разгибать кисть. Так, чуть-чуть отдыхаем, держи пока гантельку, а я расскажу, как делаем второе упражнение, тоже для запястьев. Теперь у нас рука перевернута пальцами вверх, обратным хватом, и мы подкручиваем на себя. Расслабляем. То же самое. Можно руки держать согнутыми, подкручивать, да? Можно впереди себя на уровень пояса вывести, можно на уровень груди вывести. Максимальное усложнение – это прямые руки в локтевых суставах, находящиеся на уровне груди. И подкручиваем лучезапястный вовнутрь обратным хватом. С гантелькой или с палочкой?
Ну, что же. Что же мы будем сдавать позиции? Давай. Удерживайся. Можешь локти согнуть. Раз. Угу. 2. 3. Угу. 4. Хорошо, держи, чтобы не укатывалось. 5. 6. 7. 8. 9. И завершаем. 10. Ого. Хорошо. Сколько у нас здесь? Полкилограмма. Полкило. Вот полкило гантелька и Димины запястья работают по максимуму. Да? Ну да, вот здесь сейчас напрягалось сильно. То же самое. Наше сгибание, то есть это мышцы предплечья участвуют в сгибании, как я говорила, И и здесь тоже? разгибании. Да. Вот это вот, обратная сторона, вот это. Рук, обратная сторона. Обратная сторона Ладно, рук. Следующее наше упражнение будет. Сейчас мы, наверное, Будет. зацепим ленту. А Дима чуть-чуть зацепили мы резиночки, натянули так, как нам нужно. Одеваем на кисти, либо на предплечье. Дима садится ровно, макушка вверх, спина отклоняется от спинки стула, насколько может. И теперь из этого положения кисти подтягиваются к грудным мышцам, к груди, локти уводятся назад, максимально зажимаем лопатки, как будто монетку дотягиваем. Раз, 2, 3, 4, 5. Мышцы спины у нас участвуют от шеи до копчика, если дожимаем лопатки. Да. 8, 9. Пояс у кисти именно в груди. 10. Хорошо, снимай прям. Отпускай, отпускай. Зацепился? Да. Хорошо. Да, вся мышца спины вот от шеи до копчика. Мышца, выпрямляющая Да. спину, потому что тянемся макушкой вверх, спинка прямая и дожимаем еще лопаточки. Отдыхаем, делаем второй подходик. Обещаешь? Да, значит, смотрите, какой мы делаем второй подходик. Тоже Дима делает 10 раз, а на 10-м максимально удерживает и я считаю до 10 секунд. Потом у нас будет тоже уже другая лента зеленая, другая вариация тоже для мышц спины. Давай, Ты давай. готов? Я готов, конечно. Сколько можно говорить? На камеру работаешь все время. А надо на Диму. Да. Уселся, выровнялся. Угу. Работаем. Раз, 2, 3, лопатки не забываем. 4, 5, 6. Обрати внимание, как себя ведут ноги. 7, просто для интереса. 8, 9, 10 держишь. Раз. Давай. Зафиксировался. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Хватит. Хорошо. Возвращаемся назад. Спастика. Угу. Хватит, значит, семерки пока. Количество счетов в паузе вы можете регулировать сами. Если это начальный этап, вплоть до 3 секунд, да, то есть 3 секунды все не хватит. Потом потихоньку это время можно У увеличивать. меня очень сильно изменилась спастика. У меня, если раньше была спастика основной на ноги, основной момент, то сейчас у меня подключилась спастика еще живота и спины и межреберных мышц. Ну, это я так просто думаю, что они уже начали включаться в работу, и сейчас они просто еще не понимают, поэтому идут на спастику. Живот прям вот весь и сводит. Он раз отпускает. И причем так вот, ну, он когда сводит, я чувствую, как мышцы напрягаются. Ну, прикольно такое вообще ощущение. Классное. Обычно многие рассказывают, мышцы брюшного пресса сводят спастикой на начальном этапе, буквально самый-самый первый период, когда все начинают учиться сидеть и дышать. Ну, значит, я начал учиться сидеть. Нет, я к тому это веду, Дышать, наверное. потому что, да, когда человек лежал после реанимации, да, и вот начинают его только высаживать, все там, пациенты говорят о том, что начинается работа мышц брюшного пресса, работа мышц грудного отдела, и они сводятся спастикой, то есть это начальный этап такой. А теперь, получается, после этого спастика обычно спускается вниз на ноги, в большинстве своем, у некоторых по-разному там остаются вариации, да,
А тут у нас получилось, она спустилась в ноги, сейчас опять пошла работа верхнеплечевого пояса, но не уже поверхностные мышцы, чтобы тебе просто посидеть, а глубинные мышцы мы постараемся поучаствовать в движении, заставить, да, и получается, что она опять выходит сюда, но она уже по-другому бьет, не так, как обычно на начальном Она этапе. не то что бьет, она так свело, подержала, отпустила. Ну, то есть и бедра начали вот работать у меня. Спастика по бедрам, вот пересаживаюсь, у меня нога не то что раньше раз выпрямилась, спастика раз, нога все, а то вот так нога загибается, разгибается. Возмущается очень. Да. Так, хорошо, пока поговорили, воды тебе попить дать? Ну, если есть желание, туда. А у тебя же- мне не жалко, а у тебя есть желание попить? Да. А что сегодня такая добрая вода, даже не жалко. Воды не жалко. Так, фиксируем руки. Тут, наверное, на запястье мы все-таки будем одевать. Посмотрим, чтобы не соскочило. Так. Значит, какая задача? Задача максимально разводить руки, делаем вдох. На выдохе уводим локти к грудному отделу, кисти ориентировочно к плечам. И также дожимаем лопаточки. Вот это движение. Спина, так, макушка. Оп, и здесь все сжал, локти ближе к корпусу. 2 на выдохе. Хорошо. 3. Кисти. 4. Молодец. 5. Выдох. 6. 7. 8. Еще. 9. Еще. 10. Хорошо. Оп. Оп. Эх, Отдыхаем. вообще вся спина. Вот. Один большой спина. Один большой напряг спины. Ну да, вообще напрягается спина очень сильно. Ну, плечи чуть-чуть побаливают, потому что ну, есть проблемы, значит, да? Ну, плечи раскрываются, тоже здесь болят. Да, здесь межреберные плечи мы максимально проработали. Делаем вдох-выдох, делаем второй подход. Также у нас второй подход. Единственное, что мы делаем на каждом сжатии, я считаю до 5, ты опять разводишь руки. Я считаю до 5 на сжатии, потом ты Все разводишь. хорошо? Ничего не смущает, да? Ничего не смущает, все хорошо. Отлично. Хорошо, когда у тебя все хорошо. Фу, ну ладно, давай, все равно делать надо. Что ты ноешь? Оп. Оп. Так, уселся. Выпрямился. Угу. Развел руки, макушка, спина. Сжал. Раз, два, 3, 4, 5. Расслабился. Опять. Раз, два, 3, 4, 5. Расслабился. Поехали. Раз, два, 3, 4, 5. 3. Раз, два, 3, 4, 5. 4. Раз, два, 3, 4, 5. 5. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Раскрылся. Закрылся. Раз, два, 3, 4, 5, 7. Раскрылся, закрылся. Раз, два, 3, 4, 5, 8. Раз, два, макушка, 3, 4, 5, 9. И раз, два, 3, 4, 5, 10. Я очень устал вообще. Ну, сейчас мы будем делать уже упражнение для шеи. Отдохнешь. Так, выпрямляемся. Спинка ровная, макушка тянется вверх, плечи опускаем вниз. Если есть возможность, можно даже за что-то цепляться внизу, как будто вытягиваете руки от кончиков пальцев до плеч именно к полу. Макушка вытягивается вверх, удерживаем это состояние 10 секунд. Начинаем. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Расслабимся. Опять тянемся. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Расслабились. Вытянули. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3. Раз, два, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 4. Тяжело в этом натяжении очень дышать. Дышать тяжело, когда вытягиваешься. Ну вот я пробовал, Не глубокий вдох, просто не глубокий. Так не глубокий, вообще дышать. Я просто не дышу этих 10 секунд. А сейчас попробовал дышать. Так тяжело удержаться. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ух. Давай еще два и все. Голова кружится. Давай. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вентилятор подуть, сразу жить Да. хочется. Кислород сразу, да? Ну, да. Подачу кислорода к носу. Давай. Раз, два, да, плечики, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Хорошо. Отдыхаем. Дима отдыхает, ищет кислород, а мы с вами учимся делать следующее упражнение. Следующее наше упражнение, плечи у нас находятся на одном уровне. Если вы сидите, вы можете облокотиться в спинку. Далее подбородком выполняем движение, захват семечек вперед, да, как будто какой-то предмет лежит у вас перед подбородком, и вы этот предмет пытаетесь захватить и подтянуть к себе. Делаем таких 10 раз. И затем этот же предмет вы отталкиваете от себя. Тоже 10 раз. Сначала вперед, потом назад. Плечи либо самостоятельно увели назад и фиксируем в этом положении корпус ровно, либо облокотились на спинку стула, кресла, и в этом положении тоже Так, а мне работаем. облокачиваться? Смотри, мы с тобой раньше облокачивались для этого упражнения. Пробуем не Можем облокачиваться. попробовать не облокачиваться, да. Раз, два, 3, 4, 5. Пресс, спина работает, если не облокачиваем. 6, еще дополнительно 7, 8, 9 и 10. Ну как? Вообще нормально. Нормально уже, да? Что значит тренировки? Да Натренировался это уже вообще- можно не облокачиваться. Не, на самом деле, вот мы занимаемся чуть больше года уже с Катей. Именно это- индивидуальными тренировками. Ну да, я не самостоятельно, а уже именно с инструктором. И я тебе хочу сказать, вообще, видим прогресс, видно. Совсем по-другому ощущение у тебя, да? Ну что, я сижу уже на стуле, да, на стуле не мог сидеть. Ну, как Семечки назад. Да. Так, ну что, да, выпрямили спина ровно и назад. Выталкиваем. Раз, два, 3, 4, 5, 6, Я последний бокальчик. 7, 8, 9 и 10. Хорошо, достаточно. То есть буквально пару упражнений для шейного отдела позвоночника, и жизнь станет ярче. Да хочется спать. Хорошо. Мы закончили первую часть. Сейчас мы будем пересаживаться, разворачиваться к шведской стенке для того, чтобы вертикализироваться, растянуться и пойдем погуляем в ходу. Мы сегодня в тяжелителях пойдем? Да. Я просто предлагаю, ты не планировала даже, Катя. Я планировала походку. Если ты готов сегодня идти с утяжелителями, можем... Ты в прошлый раз пошел очень быстро и легко. Поэтому вполне себе мы можем одеть Позволить. утяжелители. Если что, мы их всегда сможем снять на Всё. середине ходьбы. Ладно, давайте, поехали. Пересели к шведской стенке. Сейчас будем вертикализироваться, разминаться, растягиваться для того, чтобы пойти в ходунах. Ох, Катя, как встать? Ножками так вперед. Стоишь? Да. Что получается? Поднимается Дима. Вы можете становиться в упоре в коленоупор, можете, если у вас получается, становиться без коленоупора.
Независимо от того, как вы становитесь, первое, что вы делаете, это выпрямляетесь и пытаетесь свой таз подвигать, делать маятникообразное движение к шведской стенке, немного расслаблять и затем опять максимально напрягая за счет мышц брюшного пресса подтягивать вперед, тем самым раскрывая грудную клетку, растягивая брюшную стенку. Если не получается работать чисто корпусом, можно помогать руками дотягиваться. Далее выпрямляем руки, максимально поднимаем, либо на каждую планочку немного подаемся грудью вперед, чтобы растянуть брюшной пресс, либо, если получается, сразу вывели максимальное раскрытие плечевых суставов, вывели руки максимально высоко, подаваясь животом к шведской стенке. После этого мы выпрямляемся, руки можно удерживать на уровне плечевых суставов, либо чуть ниже, и выполняем перекат с носка на пяточку. То есть либо мы даем нагрузку на носок на пятку за счет наклона корпуса, либо, как у Димы получается, уже движение вверх, такое прыжковое движение, как будто заглядываем за высокий забор. Выполняем 10, можно 15 раз, вы сами увеличиваете в зависимости от того, для чего вам нужна эта разминочка такая. Если вы собираетесь ходить в ходунах, тогда не сильно много, чтобы у вас остались силы. Если это для вас специальное упражнение, то есть упражнение конкретно на растяжку, на вертикализацию, то вы можете делать так и 50 и 100 раз. Далее, Дима уходит чуть дальше от шведской стенки. Шире ставить ноги. Если вы работаете в коленоупоре, то просто пошире поставьте стопы и наваливаетесь на одну, на вторую стопу, давая каждой ноге по отдельности осевую нагрузку. Если у вас при этом получается затем вытолкнуться вверх, либо за счет мышц корпуса, либо за счет мышц ног, выполняйте. Не получается, не нужно, просто наваливайтесь на одну, на вторую сторону. Также выполняем либо 10-15 раз для разминки, прежде чем идти в ходунах, либо, если вам нужно хорошо себя потренировать в этом положении, вы еще не ходите в ходунах, а просто работаете с подвязом, то это может быть и до 50 и более раз. Это все, которые мне подходят, да? Что, я присяду? Да, присаживаемся, сейчас будем фиксировать стопы и ходить в ходунах. Плюс утяжелитель у нас сегодня на голень. Подвинуть? Еще? Да. 30.
48, 49, 49, 50, 50, соточка. 50. Стоишь? Садись, получится чуть на угол уже. Ну, нормально. Тихо, да. Выключился. Выключился. До предела, короче. Я поняла. Вообще не знаю, что мне делать. Готов? Опа. Опа. Оп. Раз. Первый раз встаем, толкаем таз вперед максимально, чтобы растянуть брюшной пресс. И затем по одной отводим то правую, то левую ногу в колено. Отводи ногу. Правую, левую, еще чуть правую. Все, достаточно. Жду. Жду. Пока на коленником все хорошо у тебя? Да. Мам, Да-да-да. мам, запомнила? Мам, они ничего не будут сделать с зубом? Просто посмотрят Подержи чуть-чуть, ага. и все? Да! Давай, Валя, тоже. Правую ногу чуть-чуть дай мне. Угу. Всё. Стоишь хорошо. Сейчас присядешь, будет тоже нормально. По наколенникам там все нормально. Подожди, я еще попробую. Давай. Ага, да. Кейс. 12 лет. Митя, 11 лет. Красиво, всё. Угу. Опа, присели. Отдыхаем. И затем работаем с подъемом. Ты как? Воды? Этим упражнением, когда Дима становится, ноги прямые, таз подаем максимально вперед, я помогаю ему доталкивать в этом положении, и он, упираясь руками, уходит лопатками назад. Максимально растягивает брюшную стенку, максимально растягиваются межреберные промежутки, вплоть до грудных мышц у нас растягивается передняя брюшная стенка. То есть это один из элементов растяжки из этого положения. Нам нужно его сделать для того, чтобы мышцы растянулись и подготовились к нашему упражнению. Чтобы они могли максимально растягиваться и сокращаться. До этого момента, учитывая положение в коляске, они не могут растянуться в максимальном объеме, да? Угу. Поэтому Но нужно- они растягиваются по-другому, никак даже когда ты через валик меня растягиваешь. Потому что здесь дополнительное сгибание идет в коленном суставе, то есть это еще большее растяжение. Это как если бы ты лежал на спине на кушетке, отталкивался пятками, поднимал таз вверх, то есть такой полумостик. Угу. Ладно.
Отдышался? Вот да. Ты на коленях. Все хорошо, мне главное, чтобы жесткая поверхность. Колени. Готов? Встаешь, я помогаю. Раз, два, три. Опа! Левую ногу дашь мне? Да. Угу. Правую чуть-чуть. Угу. Все, конструкция. Теперь я тебе толкаю таз. Руками. Угу. Все, стоишь? Да. Стоишь. Хорошо. Из этого положения чуть-чуть ослабляем таз и возвращаем на место. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ягодицами 15, 16, 17, 18, 19, 20. Хорошо. Отдыхаем. Ты мне не будешь помогать? Когда буду. Давай, раз, два, три. Ну так, трошки сам тянулся, да? Да. Ты же в прошлый раз тоже на первом-втором разе так, потом уже сам привстал. Хорошо. Растянулся. Давай так держим, руками отталкиваемся. Стоишь? Да. Подожди. Ага, да. О, Когда Дима так отталкивается руками, еще добавляет дыхание, насколько получается. Учитывая спазм грудной клетки за счет растяжения, насколько получается, все равно старайтесь подышать. Пускай даже это будет дыхание такое малоамплитудное и неглубокое. Ты готов? ну да. Раз. Два. Три. 4. Ягодицы, да? 5. Да. Хорошо. 6. 7. Прижимай. 8. 9. 10. 11. 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Хорошо. Сели. Отдыхаем. И еще разочек сделаем. Все падайте. Иди сюда на стул. Что, Катя? Давай, растянись немножко и будем работать. Увел, вернул. Раз. 2. 3. 8, 9,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Хорошо, сели. Так, отдыхаем. И сейчас будем ложиться уже на кушетку. Хорошо. Так, пока Дима лежит на животе, хоть он уже колени хорошо поразгибал, но мы сейчас немножко проработаем голеностоп из этого положения и, следовательно, икроножную мышцу. В обратную сторону тоже, без фанатизма здесь. Просто для динамики голеностопного сустава. Я чувствую сейчас онемение этого голеностопа, наверное, потому что пережали трохи. Ну, сидел попой на нем, да. Поэтому мы его и сейчас разминаем. Работаем вверх-вниз, чтобы улучшить кровообращение. И небольшие круговые такие вращения. Фиксирована пяточка у нас. Чуть-чуть прорабатываем. И пальчики. Выпрямляем то же самое со второй ногой. Голеностопом. Прорабатываем круговые вращения. В обратную сторону. И пальцы. И еще раз вверх-вниз. Круговые вращения. И в обратную сторону. И еще раз пальцы. Хорошо. Слабее. Ногу положим. Хорошо. Да. Отжимаемся. Да. Ты уже отжался возле стенки. Мне кажется, тут просто Да. чисто для рук. Да. Можно было бы, да и все. Ну что, давай, раз, два, три. Раз, два, три по почкам, раз, два, три по печени. Присели, чуть подвинулись, легли. Воды дать попить? Не, Так, руки выносим вверх за голову, да, максимально растягиваемся. Тут у нас уже ноги просто лежат, поэтому тянутся как руки. Плечо растягиваем, то, которое болит. Прорабатываем коленно-тазобедренный сустав в сгибании. Немножко прорабатываем в отведении тазобедренный сустав, нога согнута в коленном суставе. Такие круговые вращения. Не мешаем. Я тебе мешаю? Рукой Ты не будешь. успеваешь просто. Хорошо. Так, теперь тоже в отведении. Голеностоп стоит, колено уходим в сторону, раскрытие тазобедренного сустава и возвращаем в исходное положение. Чтобы вам было понятно, сейчас мы его немножко приподниму. Вот таким вот образом я фиксирую голеностоп. Видите, пяточка повернулась, а затем ногу я выпрямляю, и, соответственно, стопа полностью стала. Опять, то есть стопа внутри моих колен, она вращается. Вот, видите, вот она в таком положении. Затем я коленко подняла, и вот она в таком положении.
20, офигеть. Хорошо, молодец. Теперь выполняем скручивание. Давай за счет утяжелителей Диме проще повернуться в сторону. Они его туда дотягивают. Вдох, на выдохе подкручиваемся. И еще раз вдох и на выдохе подкручиваемся. Достаточно. Хорошо. Ногу выпрямляем и отводим прямую ногу в сторону. Колено не сгибается. Стопа развернута наружу. И расслабляем. Опять. И расслабляем. 3. Расслабляем. 4. Расслабляем. 5. Расслабляем. 6. Хорошо, и теперь растягиваем заднюю поверхность. Хорошо, все будет хорошо. Нога прямая в коленном суставе, вторая фиксирована. Держим не за коленную чашку, а чуть выше колена. Фиксируем ногу и максимально поднимаем вверх. Растягиваем, полностью расслабляем. Опять поднимаем, растягиваем, полностью выпрямляем. У нас этот ход хорошо уже растянут, нам нужно дотянуть в крайней точке, поэтому я сейчас дотягиваю в самой верхней точке с фиксацией. Тем самым тянем заднюю поверхность бедра, ягодиц. Ну и корень, соответственно. Так и колено выпрямлено. Сейчас еще растянем икроножную, фиксирую чуть выше колена и натягиваю стопу на себя. Вот такое вот у нас положение получается. Расслабляем стопу, опять тянем на себя, расслабляем ногу, выпрямляем. Хорошо, то же самое выполняем по второй ноге. Сгибаем коленом тазобедренным. Полноценная тренировка получилась. Да. Пусть какой-то вяленький будет с утра. Сейчас бодрячком. Ну, сейчас я еще велее. Еще немного подвял. Вообще. Надо сегодня руками обязательно заняться. Видишь, что с пластики. Поправь ногу. Сядь красиво. В конце тренировки. Ну что, понедельник подошел к концу, наша тренировочка. Дима ушатался понемножку, надеюсь, вы тоже. Надеется она. Да, тренировка была супер, я вам хочу сказать. Не ленитесь, люди, занимайтесь, переступайте через свои какие-то оправдания, переступайте через свою лень, берите и занимайтесь. Потому что в нашем положении, в моем, так точно, ФК это единственный выход, который я знаю. Да всем лениво утром встать, что-то сделать, какие-то... Главный первый рывок, вот первое Да. себя перебороть, и тогда весь день пойдет как нужно. Люди, мы вас всех любим, будьте счастливы, здоровья, и вам вашего близких. Всем Счастья пока. вас ждем. Пока.